Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Все ссылки на мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Бусти. Вот здесь вот слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube это просто-напросто заблокирует. Также у меня есть телеграм-чат, где мы общаемся с моими подписчиками, и именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на Бусти и на YouTube-канале. А с нами сегодня карты Deviant Moon, Безумная Луна Патрика Валенса, и, кстати, именно по этой колоде у меня вышел недавно авторский курс, в котором я обучаю не только теории, но и практики. Где-то здесь справа или слева появится ссылка на курс. Курс стоит всего 1990 рублей за 7 полноценных уроков по 40-50 минут, где вы изучите не только каждого персонажа и его психологию, но также обучитесь предсказывать будущее. Сегодня мы с вами рассмотрим дело Евгения Пригожина. Да? Что на самом деле случилось с Евгением Пригожиным, жив ли он, и если да, то для чего инсценировал свою смерть. Здравствуйте, карты. Подскажите нам, пожалуйста, жив ли Евгений Пригожин. Я сейчас представляю этого человека, и даже если у него сейчас имя и фамилия изменились, если он живой, да, то в любом случае я представляю именно того Евгения Пригожина, да, которого мы все привыкли знать. Жив ли Евгений Пригожин? Жив ли на данный момент времени Евгений Пригожин? Жив ли? Жив ли такой человек, как Евгений Пригожин? Карта Повешенного, карта Королевы Жезлов и карта Колесница. Куда-то уехал, да? Ему пришлось обнулиться и взвесить все за и против, и он чего-то ожидает сейчас. Он чего-то ожидает и в какой-то атаке сейчас находится, да? Тут такое ощущение, как он ожидает какого-то нападения, какой-то атаки, и такое ощущение, что на нем какая-то броня, да? То есть он как-то замаскировался. Нет, говорить о том, что он мертв, конечно, нет, он жив, да, и помните, я вам как-то говорила, что старшие арканы, а выпали все старшие арканы, да, ну, кроме одной карты, это карта двора, выпало два старших аркана, и старшие арканы никогда не выпадают на вопрос, жив или мертв человек, на мертвого человека, понимаете? Если вы, естественно, раскладываете правильно, да, и карты вас слушают. Повешенные, карты повешенные, я ушел все взвесить все за и против, потому как либо на меня началась какая-то атака, да, либо я кого-то хочу атаковать в дальнейшем. Королева жезлов, карта войны, карта атаки, да, карта того, что я еще тут повоюю, да, скажем так. И карта повешенного говорит о том, что я ушел выждать какое-то определенное время, да. И у меня, кстати, есть средства на существование, их много, поэтому я живу себе, не тужу, да. Почему средств много на существование? Повешенный у нас во всем красном, во всем фиолетовом, да. Это цвет знати, цвет знатного рода, цвет того, что у человека есть на самом деле деньги. Он просто выжидает какое-то время, да, для того, чтобы потом, возможно, появиться, но появиться, возможно, уже в другом обличии. Карта Колесницы нам говорит о том, что его хорошо замаскировали, и он уехал, ушел в какие-то далекие края, скажем так, да. Три карты, три старших аркана нам говорят о том, что человек сейчас жив, просто на время затаился, возможно, даже и навсегда, да, но если он появится уже совершенно в другом обличии. Его сигнификатор сейчас, сигнификатор Евгения Пригожина сейчас. Сигнификатор – это настроение, умозаключение, эмоциональный фон человека, что он думает об этой жизни. Карты, покажите нам, пожалуйста, сигнификатор Евгения Пригожина сейчас. Сигнификатор Евгения Пригожина сейчас. С каким настроением, с какими умозаключениями он сейчас находится? Сигнификатор Евгения Пригожина сейчас, буквально одна карта, следит, да, за чем-то, следит за новостями в мире, да, следит за тем, что происходит в мире, на Украине, в России, скажем так, да, отслеживает, да, он спрятался и он отслеживает, совершенно в другом месте где-то находится, но далеко сижу, высоко сижу, далеко гляжу, да, у него очень хорошо работает интуиция сейчас, третий глаз, да, его правой стороной к нам паш повернут, правая сторона обозначает логику, рационально мыслит человек, да, человек очень умный, очень мудрый, да, и опять-таки красно-золотое одеяние, у меня есть средства для существования, да, я живу себе, не тужу,
моя история еще только начинается, потому что карта Луны, Луна, вернее, на карте растущая, и он за чем-то следит, за чем-то или за кем-то следит. Поэтому Паж мечей, собственно, сигнификатор, как он себя чувствует. Чувствует он себя сейчас прекрасно, просто за кем-то сейчас отслеживает. А где находится сейчас и чем занимается? Ну, чем занимается, понятное дело, слежкой, но он же не круглые сутки следит за кем-то, да? А где сейчас находится Евгений Пригожин и чем занимается? Где сейчас находится Евгений Пригожин? Где сейчас находится Евгений Пригожин и чем занимается? Где сейчас находится Евгений Пригожин и чем занимается? Поменял свою личность, да, с черного на белое, борется сам с собой, мимикрировал под кого-то, да, изменил свою личность. Ну а где находится-то, да? Понятно, что изменил свою личность, понятно, что под кого-то мимикрировал для того, чтобы его не узнали, да, был одним человеком, стал другим человеком по двойке мечей, и карта Паж кубков, карта притворства, карта мимикрии, это понятно. То, что мимикрировал, то, что следит за кем-то, это понятно, да, где находится это вообще? Угу. Карта башни. Пришлось после... Мне карты тут вообще другую историю рассказывают. Да, сейчас мы выясним, где он находится. Не хотят прям карты говорить, да. После крушения, да, после крушения самолета, после башни пришлось видоизмениться. Тройка пентаклей. Пришлось поменять свой внешний вид. Что-то в его внешнем виде стало по-другому, да. Тут даже, возможно, прибег к пластической операции, да. Тут кровь. Видите, с человечка капает. Тут, возможно, какая-то пластическая операция была. Был одним человеком, стал другим, поменял себя с помощью пластической операции, да, видоизменился, мимикрировал после крушения самолета. Карта Луны находится там, где не ступала нога обычного человека, друзья мои, да, там, где все оккультные люди, да, собрались, люди, владеющие какой-то черной магией, оккультизмом, возможно, да, он один из них, скажем так. Оттуда, откуда не люди или люди вышестоящие, скажем так, да, выше нас по рангу, если это так можно назвать, откуда они обычными людьми манипулируют, находятся на какой-то земле обетованной, где не ступала нога обычного человека. Да, и он выжидает, я же говорю, он выжидает какого-то времени для того, чтобы в другом обличии появиться и сорвать плоды своего труда с какого-то дерева, да. Здесь ведьмочка подошла и тычет в дерево волшебной палочкой, ну когда же, наконец, пентаклики свалятся ко мне в руки, да, когда же, наконец, я получу свой большой куш. То есть он сейчас видоизменил себя, абсолютно в другом каком-то обличии находится и ждет определенного времени, выжидает, опять-таки, как я уже сказала, по сигнификатору за кем-то следит, да, и находится там, где не ступала нога обычного человека, там, где находятся все оккультные личности, скажем так, да, ну, он относится к их числу. Интересно. Для чего инсценировали смерть Евгения Пригожина? Для чего инсценировали? Для чего инсценировали смерть Евгения Пригожина? Для чего? Для каких целей, да, инсценировали смерть Евгения Пригожина? Это же кому-то нужно было? Угу, в дураках всех оставить, да, обнулиться как-то, начать с нуля, начать что-то с нуля. Ну, во-первых, всех в дураках оставить, да, карта дурак выпала, люди вообще не понимают, что происходит, карта дурак говорит, да, они так и верят тому, что происходит, они так и верят в то, что Евгения Пригожина нет в живых, да, на самом деле это неправда. На самом деле он живой, здоровый, и для того, чтобы что-то начать. Карта дурак – это новые начинания, какие-то новые начинания, рыбы останавливают дурака, а рыбы – отсылка к Иисусу Христу, к тому, что все живое началось с воды именно, да, и рыбы пытаются остановить дурака, значит, это что-то новое будет для обычного люда, как мы с вами, чем-то не очень приятным. Это какие-то новые начинания, во-первых, во-вторых, оставить людей в дураках. Вот для чего инсценировали его смерть, да, что-то новое начнется, да-да-да, угу. Семерка мечей. Что-то новое, что не понравится обычным людям. Люди будут переступать через себя, они будут делать то, что не хочется делать. Семерка мечей – это фокусник, делает то, что ему не очень хочется, но то, что требует толпа, да, то, что будет требовать правительство от обычных людей, людям не очень
захочется это выполнять. Это какие-то дьявольские поручения, скажем так, да, по 15-му старшему аркану посеять хаос на планете Земля, скажем так, да, дьявол прыгает на кратере довольный, да, и какие-то дьявольские планы воплотятся в жизнь. Людей оставили в дураках, и что-то начнется не очень хорошее для обычного народа, народ будет это принимать как-то, ну, во-первых, как должное, да, он будет это принимать, но ничего не сможет с этим поделать. Обычные люди, обычный народ, такой, как мы с вами. И по дьяволу это какие-то дьявольские новости нас скоро с вами ожидают, да? Да, и мы не сможем выражать своих собственных чувств и эмоций, как этот рыцарь кубков. Мы будем как заложники системы, понимаете? Рыцарь кубков – это заложник системы. Это все сделали для того, чтобы начать что-то новое. Начать что-то новое, связанное, ну, наверное, с Пригожиным, да? Тут очевидно, да, почему его убили, скажем так, умертвили. Да, тут будет много эмоций у людей, да, люди будут как-то эмоционировать, люди как-то будут впадать в панику, да, очень много эмоций по тузу кубков, люди не смогут выразить своих собственных чувств и эмоций по рыцарю кубков. Рыцарь кубков в латах и в доспехах несет кубок любви, не может выразить своих настоящих чувств, да, люди как-то не смогут выговориться, свободы слова не будет у человека, да, скоро что-то начнется, и это будет что-то. Еще и по дьяволу то, что уже было когда-то. По колесу фортуны это уже происходило, но будет более мощное какое-то такое. По дьяволу, по 15-му старшему аркану это что-то уже было по колесу фортуны, но это будет более мощное что-то, да, то, что уже было. Однако людям это совершенно не понравится, не будет свободы слова, люди будут очень сильно эмоционировать, люди очень сильно как бояться будут этого, да, и это уже когда-то было, но не было в таком масштабе, скажем так. Вот для чего его в кавычках умертвили, да, Евгения Пригожина, я имею в виду. Это был определенный план. Где находился Пригожин в момент крушения самолета? Где находился Евгений Пригожин? Где находился Евгений Пригожин? Где находился Евгений Пригожин в момент крушения самолета, где якобы был Евгений Пригожин, да? Где находился сам Евгений Пригожин? В момент крушения самолета. Не на небе, на земле, да, мне тут показывают, он просто марионетка еще в чьих-то руках, мне еще вот это показывают, да, у него нет рук, на нем маска, это значит человек-актер, да, человеку просто заплачено, да, оплачены какие-то деньги, какие-то дивиденды, какие-то доходы ему идут за то, что он играет не свою роль, на нем маска, у него нет рук, а значит, он идет на поводу у кого-то, да, во-первых, он был на земле, а не на небе в момент крушения самолета, и он чья-то марионетка просто, да, Девятка еще нам показывает стагнацию, человек стоит на месте, не эволюционирует, а только деградирует, да, либо стоит на месте. Почему человек стоит на месте? Потому что человек марионетка в чьих-то руках. Где был Евгений Пригожин на момент крушения самолета, да? Угу. Тут кого-то боялся он, да, тут с кем-то общался, кого-то боялся, кто-то им манипулировал, да, тут пока... было крушение самолета, у него был разговор с каким-то магом, да, о чем-то. Угу. Да, и, кстати, Пригожина опечалили какие-то разговоры с этим магом, да, ему, видимо, сказали, что ему придется как-то скрыться с глаз долой, да, угу, да. Сколько девяток, одни девятки, стагнировать ему придется, да, ему придется остаться вот в том состоянии, в каком помнили его все люди, скажем так, да. То есть Евгений Пригожин – это актер, это марионетка в чужих руках, который на момент крушения самолета был на земле, разговаривал с каким-то магом и исполнял желания какого-то мага, который им манипулирует, этим Евгением, да, может быть, его даже не Евгений зовут, мы сейчас узнаем, кстати. И он был в какой-то апатии, в каком-то сомнении, в какой-то депрессии, я про Евгения говорю, да, то, что ему придется скрыться из глаз долой, из сердца вон, скажем так, да, по пажу мечей, то, что ему придется умереть, скажем так, да, но он выполнял приказ вот этого мага. Тут об этом говорится еще 3 девятки, говорит о том, что он еще долго будет находиться в каком-то... на какой-то другой земле, скажем так, да, какой-то другой стране, очень долго будет прятаться, очень долго не сможет выйти за пределы, очень долго его не смогут увидеть люди, пусть даже в другом обличии, да, не суть. Он исполнял приказы вот этого мага.
Он просто марионетка в чужих руках. Где он был? Он был на земле, разговаривал вот с этим магом, да, где находился Пригожин. А Евгения Пригожина вообще зовут Евгений Пригожин, ну, на самом деле. Евгения Пригожина зовут Евгений Пригожин на самом деле. Евгения Пригожина на самом деле зовут Евгений Пригожин или как-то по-другому? Нет, двояко, карта мошенничества. Карта мошенничества, цыганка танцует на честную публику, у нее в руках бубенцы, вместо бубенцов пентакли, да, значит, цыганка думает только о деньгах, как бы у кого-нибудь что-нибудь свистнуть из карманов, да, пока она танцует. Поэтому она так одета, вроде танцует танец живота, одета как цыганка. Двойка пентаклей – это карта мошенничества в Девиан Мун. Это значит, что зовут его не Евгений Пригожин на самом деле, да. Как инсценировка смерти Пригожина повлияет на Россию и повлияет ли? Ну, я вам уже сказала, да, что что-то скоро начнется в Российской Федерации и с людьми, да, и люди будут очень сильно недовольны происходящим, да. Будущее Пригожина, 23-24 год. Будущее Евгения Пригожина, конец 23-24 год. Будущее Евгения Пригожина, но мы привыкли его называть Евгений Пригожин, да, я вижу перед собой четко того человека, которого мы видели с вами все. Поэтому буду говорить Евгений Пригожин. Карты поймут, о чем речь. Будущее Евгения Пригожина, конец 23-го, ну, начало, давайте, 24-го. Будущее Евгения Пригожина. Его не будут выпускать из рамок дозволенного. Я же говорю, да, это русалка, которая сидит в оковах, охраняет два зверя. Змея Уроборос держит в каких-то тисках, каких-то селках. Его куда-то не выпускают. Угу. Договоренность тут будет, да? Его не выпускают из-за того, что вот была договоренность из-за вот этого крушения, да, из-за вот этой башни, из-за того, что он якобы умер. Договоренность с кем-то у него была, он с кем-то договорился. Договорился быть вот в таком вот положении, да, находиться, причем он очень долго будет еще находиться в этом положении, да, он очень долго будет переходить десятку мечей, он пока в замкнутом каком-то, ну, я не могу сказать, что в замкнутом пространстве, он как в каком-то доме, да, сидит, в какой-то башне, хочется сказать, он как в 4 стенах там прикован, закован, императрица. Угу. Ну да, здесь земля, где правит некая императрица, и здесь земля вот масонов. Говорю же, масоны, сатанисты по шахматной доске, да, он находится на той земле, куда не ступала нога обычного человека, да. И он там впервые, кстати, побывал. Он там впервые находится, он всего лишь паш, он всего лишь пешка во всей этой большой игре. Будущее Евгения Пригожина, 23-й, начало 24-го года, но он пока будет вот в этом замкнутом пространстве находиться, ему не велено, скажем так, выходить из этой зоны комфорта, если это можно так назвать. Пишите, пожалуйста, вопросы, комментарии по Евгению Пригожину, возможно, что-то еще захотите узнать, да, потому что я делала шорт-видео, и вы захотели сделать более полноценное видео, скажем так, да. Накидывайте вопросы, если вас что-то еще интересует об этой личности, и мы с вами все узнаем в следующем раскладе. А я вас очень люблю, и до новых встреч, друзья мои.